Привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И в этом видеоролике я хочу связать берет крючком вот из такой пряжи. Пряжа на ощупь приятная. Из состава здесь шерсть не написано какая, но я ее как-то так прислонила к лобику, к щечке и скажу, не колется. Инструменты здесь рекомендованы почему-то только спицы 7-7,5, но я буду вязать крючком. Вязать шапочку я буду крючком номер 7. И начинается вязание из центра. Делаю на левой руке магическую петлю, вставляю крючок в эту петлю, подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю подъема. Опять в магическую петлю делаю столбик без накида. Всего в первом ряду мне нужно сделать 5 столбиков без накида. 2 я сделала, 3, 4, 5. Итого в первом ряду я сделала 6 петель. Воздушная петля подъема, вот она, и 5 столбиков без накида. Затягиваю хвостик для того, чтобы дырочка вот здесь сомкнулась. И перехожу к вязанию второго ряда. Вязать беретик я буду по формуле идеального круга. Значит, в каждом ряду я просто прибавляю по 6 петель. Буду вязать обычными столбиками, не в раскол. Итак, второй ряд. Вставляю крючок в первую воздушную петлю. Вот сюда. И делаю 2 столбика без накида. 1, 2. Во втором ряду мне нужно удвоить каждую точку. Дальше вставляю крючок вот сюда уже, в первый столбик предыдущего ряда под обе косички. Вот так. И снова делаю 2 столбика без накида. Опять под обе косички 2 столбика без накида. Снова 1, 2 и опять 1, 2 и последний раз во втором ряду 1, 2. Таким образом я удвоила все петли предыдущего ряда, и во втором ряду у меня должно получиться 12 петель. Теперь, если пересчитать вот эти косички: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Их будет 12. В конце каждого ряда для контроля себя нужно пересчитывать как раз вот эти вот краевые косички. Итак, третий ряд. С третьего ряда я начну использовать контрастную нитку для того, чтобы отмечать начало и конец каждого ряда. Беру любую нить контрастного цвета и просто кладу ее в начало третьего ряда. Вот так. И перехожу к вязанию уже самого ряда. Вяжу я по спирали, как вы могли заметить, и я не делаю ни петель подъема, ни соединительных петель в конце каждого ряда. Итак, третий ряд будет делаться по формуле 1 петля и дальше 2 петли в одну точку. 1, 2. Повторяется это все снова, соответственно, 6 раз. И, значит, число петель в третьем ряду будет равно 18. 1 петля, 2 петли. Опять 1 петля, 2 петли. 2 петли в одну точку, по-другому называется еще прибавка. Поэтому, если я говорю прибавка, это значит сделать 2 петли в одну точку. Другими словами, я могу сказать просто 2 петли в одну точку. Также, если вы встречаете где-то на текстовых схемах обозначение прибавка, либо, может быть, аббревиатуру PR, это тоже означает 2 петли в одну точку. 1 петля, 2 петли. 1, 2. И последний раз. 1 петля, 2 петли. Третий ряд на этом закончен.
Четвертый ряд. Перекидываю снова контрастную нить вперед. Четвертый ряд будет вязаться по формуле прибавка, то есть 2 петли в одну точку и 2 одиночных петли. Раз, два и 2 одиночных петли. Раз, два. Повторяем все это 6 раз до конца ряда, и число петель в четвертом ряду будет равно 24. Пятый ряд. Снова перекидываю контрастную нить за работу, и формула пятого ряда будет равна 2 одиночных петли, дальше петля прибавкой и 1 одиночная петля. Повторяю все это снова 6 раз. Итак, 2 одиночных петли, раз, два, дальше прибавка, то есть 2 петли в одну точку, раз, два, и дальше 1 одиночная петля. Повторяю 6 раз до конца ряда. Число петель в пятом ряду будет равно 30. Шестой ряд. Перекидываю контрастную нить вперед и начинаю делать шестой ряд. Формула шестого ряда это будет прибавка и дальше 4 одиночных петли. Прибавка, то есть 2 петли в одну точку, раз, два, и дальше 4 одиночных петли. Раз, два, три, 4. Повторяю это 6 раз. Число петель в шестом ряду будет равно 36. Седьмой ряд. Формула седьмого ряда это 4 одиночных петли. Раз, два, три, 4. Прибавка. 2 петли в одну точку. Раз, два. И 1 одиночная петля. Повторяется это все опять 6 раз. Число петель в шестом ряду будет равно 42. Восьмой ряд. Формула восьмого ряда это 2 одинарных петли, петля с прибавкой и 4 одинарных петли. Раз, два, петля с прибавкой. Раз, два. И 4 одинарных петли. Раз, два, три, 4. Повторяю этот мотив 6 раз до конца ряда. Число петель в восьмом ряду равно 48. Девятый ряд. Формула девятого ряда это будет петля с прибавкой, то есть 2 петли в одну точку. Раз, два. И 7 одиночных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Повторяем этот мотив 6 раз до конца ряда. Число петель в девятом ряду будет равно 54. Десятый ряд. Перекидываю контрастную нить. И формула 10 ряда будет 7 петель, 7 одиночных петель. Затем петля с прибавкой и 1 одиночная петля. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дальше петля с прибавкой. Раз, два и 1 одиночная петля. Повторяется этот мотив опять 6 раз. Число петель в 10 ряду будет равно 60. Итак, мы провязали с вами вместе 60 рядов. Я думаю, принцип уже вязания круга понятен всем, даже если кто-то не вязал до этого идеальный круг. Мотив, который повторяем мы в каждом ряду, содержит определенное количество одиночных петель
и петлю с прибавкой. Число петель в этом мотиве всегда равно номеру ряда. То есть сейчас у меня показан 10-й ряд. И число петель в нем будет равно, именно вот в этом участке, который мы повторяем 6 раз, будет равно 10. Это 8 одиночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот она 8-я. И прибавка. Прибавка это 2 петли. Таким образом 8 плюс 2 будет равно 10. Это правило подходит для любого ряда. Соответственно, в 11 ряду число одиночных петель просто увеличится на 1. В 12 ряду оно снова увеличится на 1. В 13 ряду оно снова увеличится на 1. Так как мы повторяем этот мотив 6 раз, соответственно, общее число петель будет увеличиваться на 6. Дальше я не буду расписывать каждый ряд отдельно, а просто напишу вам формулу для каждого ряда, которую нужно повторять 6 раз. Условное обозначение в этой формуле SBN это столбик без накида, PR это прибавка. Число, которое стоит перед условным обозначением, это количество петель в одну точку. То есть, если у нас стоит 1 SBN, значит мы делаем 1 SBN в одну точку. Если стоит одна прибавка, значит мы делаем одну прибавку в одну точку. Повторюсь, что прибавка это 2 петли. Число, которое стоит после знака умножения, показывает количество раз, которое нужно повторить данный элемент. Поэтому, если в формуле стоит, например, 1 столбик без накида, умноженный на 5, это значит, что мы делаем 5 единичных столбиков без накида. Если в формуле стоит 1 столбик без накида, умноженный на 5, запятая, 1 прибавка, запятая, 1 столбик без накида, умноженный на 4, и все это вместе взято в скобки, и в конце умноженное на 6, это значит, что весь этот мотив мы повторяем 6 раз. Но мы делали это на протяжении всего вязания. В конце, после формулы, указано общее число петель в круге для контроля каждого ряда. Я провязала 15 рядов, в сантиметрах это будет приблизительно 27. Дальше эту деталь нужно погладить. Я буду это делать с помощью отпаривателя, потому что это шерсть, то есть это будет деликатный режим глажки. Глажу сперва с лицевой стороны, а затем делаю то же самое с изнаночной стороны. После глажки блинчик стал ровнее и немножко увеличился в размерах, но не существенно, приблизительно на пол, может быть на 1 сантиметр. Был 27, стал 27,5. Итак, 15 рядов с прибавками я связала, погладила свою основу, и дальше буду вязать несколько рядов без прибавок. Контрастной ниткой все так же продолжаю откладывать начало ряда и вяжу просто обычными столбиками. Тут крючок. Просто обычными столбиками без накида, без прибавок, без убавок. 15 ряд с прибавками был у меня последним, и соответственно число петель в круге у меня было 90. Значит, теперь несколько рядов я просто вяжу по 90 петель в круге. Я провязала 3 ряда без прибавок. Теперь, если замерить от центра до края, здесь будет приблизительно 16,5, скажем так. И дальше я начну делать убавки. Счет своих рядов я обнулю, и поэтому дальше я буду считать, как будто бы я вяжу с первого ряда. Итак, первый ряд с убавками. Я вяжу 13 одиночных петель. И дальше из 14 и 15 петли я делаю одну, то есть я делаю убавку. Как я ее делаю? Вставляю сначала крючок в одну петлю, затем в следующую, вот так. Я вставляю в полукосичку, в переднюю полукосичку, вот так и вот так. И делаю опять обычный столбик без накида. Таким образом получается, что я связала 13 одиночных петель и одну убавку. Опять повторяю это 6 раз до конца ряда. Получится, что в этом ряду я убавлю 6 петель.
При начале следующего раппорта в этом ряду здесь очень важно не сбиться и не провязать петлю вот сюда. Нет, это неправильно, это будет как бы 15-я петля, которую мы убавили. Вот смотрите, вот эта петля, она у нас как бы выходит из 14 и 15, поэтому вставлять крючок нужно вот сюда. Ну и дальше я опять считаю 1, 2, так до 13 и снова делаю убавку. Если все делать правильно, то последняя убавка придется на 2 последние петли этого ряда. И, соответственно, ее провязываю вот так. Снова перекидываю контрастную нить и перехожу к вязанию второго ряда. Во втором ряду убавки я буду делать по следующей формуле. Вяжу 9 одиночных петель. Затем делаю убавку. И затем добавляю еще 3 одиночных петли. Повторяю этот мотив 6 раз до конца ряда. Таким образом, в этом ряду у меня снова число петель уменьшится на 6. Третий ряд с убавками, и в третьем ряду раппорт узора будет 5 одиночных петель, убавка, 6 одиночных петель. Повторяю этот мотив 5 одиночных, убавка, 6 одиночных, 6 раз до конца ряда. Четвертый ряд с убавками. Начну его как раз с убавки. 1. И дальше 10 одиночных петель. Повторяю так 6 раз до конца ряда. И, соответственно, в этом ряду число петель снова уменьшается на 6. Пятый ряд с убавками. Его формула будет следующей. 7 одиночных петель. Убавка. 1. И еще 2 одиночных петли. 1, 2. Повторяем так снова 6 раз до конца ряда. Шестой ряд убавок. Его формула следующая. 3 одиночных петли. 1, 2, 3. Убавка. И дальше 5 одиночных петель. Повторяем так 6 раз до конца ряда. Седьмой ряд с убавками. И смотрите, каждый следующий ряд с убавками может стать последним. Я рекомендую начать примерять свое изделие на голову того, кому вы это вяжете. Вот сейчас мне кажется, что мой беретик почти довязан, и он всего чуть-чуть мне велик в диаметре. И я думаю, что вот я сейчас сделаю седьмой ряд с убавками, и он будет мне как раз. Может сложиться такая ситуация, что, допустим, вам 6 убавок будет много. То есть вам берет станет мал. То есть сейчас он, допустим, вам велик, а вы сделаете 6 убавок в следующем ряду, он станет вам мал. Тогда сделайте не 6, сделайте 5, сделайте 4, 3, можно сделать 2. Главное их равномерно, более-менее равномерно распределить по периметру. И, в принципе, никто этого не заметит. Я пока делаю снова 6 убавок. Итак, седьмой ряд. И здесь формула убавок будет такая. 7 одиночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше убавка. 1. И повторяю это снова 6 раз до конца ряда. Я опять его примерила, опять он мне велик.
И снова делаю ряд с убавками. На этот раз вяжу по формуле 3 одиночных петли. 1, 2, 3, убавка и снова 3 одиночных петли. 1, 2, 3. Продолжаю так до конца ряда. Повторяю 6 раз. Вязание моего беретика почти закончено. Можно остановиться на этом, а можно связать еще несколько рядов без убавок и без прибавок. Вот я свяжу еще один ряд просто без убавок по кругу. В каждую петлю предыдущего ряда просто делаю по одному столбику до конца ряда. После того, как ряд закончен, можно уже удалить контрастную нить легким движением руки. Она легко вынимается. Вязание на этом закончено. Остается лишь сомкнуть последнюю петлю. Вытаскиваю нить. Беру крючок. Одну петлю я пропускаю, вставляю крючок под следующую петлю и вывожу нить на изнанку. И дальше завожу крючок в последнюю петлю, перемычку. Так, возьму крючок меньшего размера. Перемычку и в косичку. Снова подхватываю нить и снова увожу крючок. Обрезаю нить и прячу хвостики на изнаночной стороне. Приблизительно вот так. Размер моей шапочки получается приблизительно 55-56 сантиметров. Можно пройтись по периметру шапки еще отделочным рядом, но тогда размер шапочки уменьшится еще чуть-чуть. Я имею в виду ряд из соединительных петель. Я этого делать не буду. Сама шапка на этом готова. Дальше я ее снова отпарю. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за ваши лайки, за то, что пишете комментарии и задаете вопросы. Спасибо за внимание. Пока-пока.